есть. То зміна тору, то він тихайко, потім хоп, зривний такий. На тебе звернути увагу. Мотивація до кожного гравця, по-інакшому. Передвижение постоянно. Менял свое положение во время занятия. Yeah, as I said yesterday, standing still is very difficult for me. Да, как вчера говорил, что стоять на месте очень сложно для него. Ну и дать возможность ребенку показать определенное упражнение, которое он, допустим, знает, и применить его. Let players to show some move. Yeah, and involve players. What did you as a coach think at the moment that I yelled really loud, stop? What did you think? Что вы думаете насчет того, что он кричал очень громко «стоп»? Это нормально. Это нормально. You say it's normal, and in a way I agree, but would it be normal if I do that 20 times in one training session? Как вы думаете, это было бы нормально, если бы он делал это 20 раз в одну тренировку? Yeah. If you do it always like that, you lose the intention of it. Если вы делаете постоянно так, то вы теряете внимание на этот сигнал. I used it once today, and everybody was like, "Oh, something happened." Он один раз использовал, и все сразу же повернули на него голову, как будто что-то случилось. And maybe the loud stop, sounded like I was a little bit angry. I wasn't at all. И может быть сигнал «стоп» звучал как-то так, что выглядело, что Марк злой, но на самом деле он не был таковым. So the little shock the player gets from the stop, I take it away to be very quiet again and then show him a warm face, kind of speak. И они немножко были этим шокированы, что давало время Марку опять тихо дальше продолжать рассказывать задания и с дружелюбным лицом все выполнять далее. And then I asked him a question if he understood why I said stop, and he knew. И он также задавал вопрос детям, почему я сказал сигнал «стоп», и они знали на этот вопрос ответ. Because he didn't score. He had a perfect fine opportunity, right? Because the opponent was sleeping. Он не забил гол, он понимал, что он сделал ошибку, потому что его соперник проспал, был далеко от него. Important here is that I less than 1 minute earlier already stopped him to explain the same. Again, please. So very important here is that I less than 1 minute earlier stopped it and already explained to boys that if they can score, they have to score. Что интересно, что он через минуту повторялось то же самое, и приходилось объяснять еще раз, что нужно забивать гол при первой возможности. So I gave feedback, okay, and I observe, and I analyze again, and I control. Remember we spoke about that yesterday? And I controlled what they did with my feedback. So if at that moment, if I would have let it go, I would not mention it again, that's the moment you lose some authority. То, что мы вчера говорили, что нужно, если дали какой-то отзыв, нужно проанализировать дальше, что выполняет игрок, как он услышал ваш отзыв. И если не получается, то еще раз повторить, потому что если мы потеряем этот момент, дадим какую-то слабину, то потеряется наш авторитет в глазах ребенка. Anything else about the way of instruction or interaction? Еще вопросы по поводу давания инструкций и общения. Yes, please. Я совершенно согласен с тем, что на занятии много нельзя делать замечаний по поводу там ошибок и так далее. А не боится ли Марк в таком случае, что ошибки перейдут в автоматические ошибки, и потом их искоренять будет очень тяжело? То есть я считаю, например, я понимаю, что нельзя часто делать замечания, но тем не менее, если человек что-то делает неправильно в техническом плане, нужно как-то его поправить, наверное. Вот он раз сделал неправильно, 2-4 занятия, 5, потом у него с этого автомат переходит, и что? Потом искоренять эти ошибки, это очень сложно. Вот как в этом плане он будет поступить? You realize that to correct players when he does something wrong, too much is impossible, it's not appropriate. But what we need to do, because player can do it once, twice, and second, and third time, and it can be automatically a mistake. So what we need to do next?
It's quite simple. If you want to correct something, you need to help them. But first you try to do it implicitly. Sorry, my bad. Все очень просто. Если у него что-то не получается, то, конечно же, нужно помогать, исправлять ему эти ошибки, чтобы они не переросли дальше. Но все это нужно делать, постараться в такой вот манере тихой. But let's take the little goalkeeper. He had difficulties making the scissors today. I'm sorry. Let's take the little boy, the goalkeeper. He had difficulties making the scissors today. Давайте вот возьмем пример. Вратарь, который сегодня, ему было сложно принимать какие-то решения. Ножницы было сложно сделать, прошу прощения. Okay. And I took him separate to show him how to do it. Я немножко отделил его от команды, показал, как это нужно делать. At this moment, I will never give up. В этот момент я не сдавался, чтобы показать. So even if after 2 times he's not able to do it, I'll do it 3rd time, I'll do it 4th time. Даже если после 2 раз моих объяснений он сделал неправильно, я бы сделал это и 3-й раз, и 4-й раз. I'll give the group the signal to go, and I still focus on him, because once you decide to help a kid with something that he's having difficulties, you do not give up on him. You cannot quit on him, because if you quit on him, well, yes, the motivation goes very low. Я бы дал сигнал команде продолжать делать упражнения, но все равно бы сконцентрировался на этом игроке, на том, как правильно он выполняет упражнения. Потому что если однажды вы захотели помочь игроку, что-то ему подсказать, то нельзя сдаваться и помогать ему 2-й, 3-й раз, потому что если тренер не будет этого делать, то мотивация сразу же упадет в разы. But first you have to be convinced as a coach that player is capable and able to do it. Но сначала вы как тренер должны убедиться, что этот игрок готов выполнять это упражнение. Okay. All right. One more question, yeah? Сегодня у вас на занятии вратари работали в общей группе. Должны ли они всегда работать в общей группе? И если нет, то с какого возраста они должны работать специализированно? Отдельно от общей группы. Today the goalkeepers were doing the exercises with the whole team. What do you think about it? From which age they need to train with some goalkeeper trainers, goalkeeper coaches? Okay, a good question, I think. Let me put first, being able to do what we did today should be a prerequisite of every goalie. То, что мы делали сегодня, это должно быть использовано всеми игроками. Goalies also need to dribble. They also need to pass balls. They also need to play 1v1s. Голкиперы тоже должны уметь мяч, дриблинг делать, выполнять с мячом и играть 1 в 1. They might not use it as much in the games, but it doesn't matter. They still need those skills to be a complete football player. Они могут не использовать этого в игре, но это не важно. Они должны развиваться как полностью в целом футболист. When to start with specialized goalkeeper training? I'd say that's fine as soon as kids decide to be a goalkeeper. When they are committed to be a goalkeeper, it's fine to have goalkeeper training sessions. Возвращаясь к вопросу, когда нужно начинать работать с тренерами по вратарям, то можно начинать, как только ребенок решил, что он будет вратарем, что он именно хочет стать вратарем. Having said that, I believe at a young age, all players should play all positions. So everybody should also play goalkeeper. So it's not necessary to have a goalkeeper at a young age. На самом деле, в раннем возрасте все игроки должны поиграть на разных позициях. То есть каждый может стать и вратарем. И не обязательно, что в этом возрасте он станет в процессе, там, в будущем, именно как раз голкипером. Okay. All right. Good. Let's continue about today's topic. Давайте продолжим сегодняшнюю тему. We're going to talk about individual technical skills training. Сегодня поговорим об индивидуальных технических навыках тренировки. And that's basically what I did this morning.
И на самом деле это то, что сегодня мы делали утром. And individual, what does that mean to you? Что значит индивидуальные для вас? Что значит слово индивидуально для вас? In this context, individual technical skills training, В what этом- does individual mean to you? В этом контексте индивидуальные технические данные или навыки, что для вас значит? Один. Okay, so individual technical skills training is training with one person. То есть тренировка по индивидуальным навыкам, техническим индивидуальным навыкам, это тренировка для одного человека. No, Каждый с мячом должен. Everyone must be Ah. involved. everybody with a ball. Yeah. Каждый получает. Каждый отрабатывает какие-то элементы определенные. Everyone needs some elements. Yeah, everybody's working on their own skills. Exactly. Да, все правильно. Каждый работает над какими-то определенными навыками. And it also means that as a coach, you should not be coaching the whole group, but sometimes you should be coaching the individuals. Не значит, что нужно... Sorry? Say it again. That also means that as a coach, you should have eye for the individual more than for what the group is doing. Это значит, что как тренер вы должны следить не только за группой, в меньшей степени за группой, а именно индивидуально. Technical skills. Can you name me technical skills? What are technical skills? Можете назвать какие-то технические навыки? Пас, удар, дриблинг, Dribbling, shoot, Dribbling, shooting, пас, pass, прием, прием, Отбор. внимание рук. Отбор. Игра головой, игра на ушко. heading. Yeah. Удар с лету, с полулету, прием мяча сверху вниз, там, двойничка. Ножнички. Вот это классное слово «двойничка». Сегодня звонишка. Anton, you're making jokes here? Двойничка, покажи. yes, a little bit. Like the ball in the In the air. in the air, yeah, and you need to stop it and give a pass from the В Европе этого не знаю. Yeah, it's прием. yeah. Priam. Receiving the ball. With one touch, well, Yeah, wall pass. Yes. Yeah. Okay. Okay. So that are technical skills, right? The passing, the shooting, the dribbling, the stopping the ball, receiving from the air over the ground, heading. Да, All technical skills. Okay. все Cool. это технические навыки, пас, прием, удар, Фейнт. остановка мяча, удар головой. Все это технические навыки. Good. Now, let's have a little look at. Давайте немножко посмотрим на экран. So, in this video, basically, this is everything we're going to see is technical skills. Feints, На этом видео все, что мы видим, это все относится к техническим навыкам. Финты, shooting and goal, combined with some body mastery here, combined with some speed from Roger. это соединено со скоростью, с владением своим телом. Over here is just feints, no pressure, Просто финты без давления, fast footwork, быстрые ноги, control of the ball. контроль мяча. And these are all very concrete technical skills, you could call Все them. это конкретные технические навыки. But for example, very isolated. But for example, this is very isolated. Но, There's no pressure. но, как мы resistance. видим, здесь нету никакого давления, они все выполняют без давления. Passing, receiving. Вот она So it's a получается. possession game, so there's Position insight game. necessary, but still without the technical skills you're not able to play. Опять-таки, это позиционная игра, но без технических навыков вы не сможете в это играть. Okay. Now,
And talking a lot about technical skills, but then the big question is, what is technique? Говоря о технических навыках, нужно понимать определение техники. Что такое техника? Who has a definition of technique? Кто знает определение техники? Хто може всі ці навики об'єднати в одне і їх правильно використовувати? Об'єднання тих всіх навиків. The combining of all skills Техника это умение обращаться с мячом, если это техника работы. То есть техника передвижения. is your ability to Okay. What else? Умение в тяжелой ситуации выйти из него. difficult situations can solve it. Okay, being able to solve situations. Yeah. What else? Индивидуальные возможности ребенка на его уровне. Individual skills of the kid on individual level. Умение обращаться с мячом в определенной игровой ситуации. Ability how to deal with the ball in some specific game situation. Who said that? Кто это сказал? Can you explain? Можешь объяснить? Ну, ребенок должен понимать, в какой игровой ситуации применить какой-то определенный элемент. Или это остановка на месте, или это уход сразу там, с мячом в сторону, или применить финт, развернуться так. Какой-то разворот. В этом плане. You must understand in which situation you must do something, or just stop the ball, or do it in one touch and throw it forward, or do some new go, etc. Okay. Few questions. Несколько вопросов. If I have a ball, Если у меня есть мяч, Вова, Вова, привет. Как дела? If we now have a ball and we'll just pass it like this, huh? мы даем пас друг другу. Is that technique? Это техника. Ну, дав закрив. Serious question. Do you think for you is that technique? Нет, это серьезный вопрос. Это Почему в технический. статике все? Техника передачи мяча, если идет пас. На месте в статике надо. Ну, это статика, да. While you're staying in the same position. So what is your answer? Yes or no? Ответ, да или нет? No. Okay. I'm dribbling. Я веду мяч, Scissors, up, shoot a ножницы, goal. удар, поворотом забил. That technique? Это техника? You say yes. Somebody says no, still no technique? Кто-то говорит нет, это еще не техника. Техника ведения, техника удара. Так что Yes. Два в одном. Количество повторений данного элемента переходит в мастерство, в технику. Количество повторений данного приема переходит в The технику. amount of doing this, it can be technique further. It either is technique or not, but okay. Now imagine we do. I have a ball and 50 meters on the other side of the field. Yeah? You're standing on the other side, okay? 40 meters. 40 метров, у меня есть мяч, а вы стоите в 40 метрах от меня. And high ball we're passing, right? И пас верхом отдаю. And you. Вы. 1, 2, hop, 3, Раз, three. два, три. And we do that and we move a little bit. Is that technique? Это техника? Yes? Technique? Yes? Technique? Yes? Where's the game situation? Где игровая ситуация? Ну, мы можем объяснить, когда это правильно. We can explain where we can. Okay, so you should be able to relate it to game situation. Gotcha. Okay. Now, человек правильно сказал. Есть два... guys, I'm a goalkeeper, right? You know that by now. Вы знаете, что я вратарь. If you give me a ball, Если вы мне дадите мяч, I can do scissors, step over, Zidane, almost perfect. я смогу сделать ножницы, переступ, Зидана, ну, практически идеально. But if I'm gonna play 1v1 with you, Но если я начну играть один в один to с be very вами, honest, I'm not sure if I can execute it perfectly then. если быть честным, я вряд ли смогу выполнить эти движения так идеально. If you put me left winger Если вы меня поставите слева на фланг in the game в игре with the opponent, and there's a high с ball coming, соперником и right, идет and I верховой матч, have first touch like that, я должен остановить его первым касанием.
I'm not sure if I can do it. И я не уверен, что я смогу сделать это. If there's nobody in training, like the two of us, passing, high ball, yeah. Ну а на тренировке, да, отдается пас, да, смогу. So the big question now is, and that's why I found interesting what you said, is that there's a difference between the game situation, the true game situation, and just isolated training. В этом есть большая разница между на самом реальной игрой в футбол, то есть игровой ситуацией, и отработкой ее на тренировке. Поэтому ваш вопрос, ваш ответ показался мне интересным. Technique is when you understand how to cope with the ball in the minimal time and minimal distance. Okay. Well, I'm not going to say that there are thousands of definitions of technique, okay? So maybe yours is right, it's not about right or wrong, but this is ours. Есть тысячи определений техники, но вот наша. Technique is a functional application of skills in game-related or game-specific situations. Техника – это функциональное применение навыков в игре или в специфических игровых ситуациях. Now, and game-related is not about explaining what could be in the game. No, it's an exercise which is as true as possible to the game. Это не значит, это не связано никак с вот, полностью игрой, но это может быть приближенное упражнение к игровой ситуации. That's for us technique. Вот что мы думаем насчет техники. А что Марк скажет на такую вещь? Прекрасно он знает вот этот фристайл. Ходят через границу, жонглируют от города до города. Это техника? No technique. Техника. No. А что же это такое? Вот. В цирке ходят, жонглируют. Это что, не техника? Но его поставь на поле, нулевой же будет. А разве это не техника владения мячом? Идет чудак, 3 часа жонглирует. To me that's soccer coordination. Для него это футбольная координация. Да. Ну, звонят. А кто сказал, что нулевой? А кто сказал, что нулевой? А кто сказал, что нулевой? Да при чем я цирка? No, but Они не нулевые. I mean, it's our vision. It's a vision, what we call technique and what we call soccer coordination. Everything one player, one ball, to us is soccer coordination. Если мы играем с одним мячом, это футбольная координация. Сейчас подождите секундочку. But that's if you want to call it technique, I'm not going to tell you not to do that. Это каждому индивидуально. Если вы называете это техникой, то я не могу так же сказать. But our point is, even if you are the best freestyler in the world, those skills you use, they don't help you in the game. Наша позиция такова, что если даже вы лучший фристайлер в мире, вы не сможете, это вам никак не поможет в игре. Okay. All right. We're on the same page again. All right. And training build-up. Построение тренировки. We have developed a soccer learning cycle. Мы сейчас выучим футбольный цикл. And I'm going to try my best today to explain to you how that works. И я очень сильно постараюсь объяснить, как это работает. Every single training session is based on this. Каждая тренировка основана на вот этом. Now, first I think it's good to say that we have the point. Yeah. There's one learning objective per training. One. Есть одна изучающая задача на одной тренировке. Okay. And there are 4 different phases. У нас есть 4 разные фазы, of which 3 are in training. Из которых 3 на тренировке. It's this one, discovery. Это вот открытие, что-то новое. It's awareness. Awareness. Выполнение, наверное. Awareness
being aware of what happens. Да. Roman, how do we call awareness? Понимание. Понимание, восприятие, осознание, хорошо. Да? Okay. Awareness and application. Да? That is training. And then the game is called performance. Это вот тренировка, и на игре мы показываем то, что мы отработали. Everything is connected with each other. Все взаимодействует между собой. Now, what we do, we have the learning objective, and in training we're going to simplify. У нас есть одна задача, которую мы должны изучить, и на тренировках мы можем ее облегчать. And over here, it has to be game related in a performance environment, meaning that it has to be as close as possible to the real game. Здесь мы можем видеть, что взаимодействие игры, то есть связанное с игрой, нужно быть как можно ближе к игровым моментам. And in the game, obviously, it's about the competitive environment, the will to win. Но в игре мы можем наблюдать соревновательный процесс, то есть кто выиграет. All right. The black arrows going in this way, they stand for transfer, feedback, feed forward, and reflection between the phases. Вот черные стрелочки идут сюда, это перечислять, давать отзывы, давать какие-то настановления на будущее, рефлекты, все это значимо для техники. And it should always connect to the learning objective and be meaningful. И все это связано, конечно же, с выучением задачи, которая стоит на тренировке, и все это очень значимо.